Остров Бали имеет сотни и сотни интереснейших локаций. Чтобы посмотреть все и насладиться атмосферой каждого места, мне понадобилось более 1 года. В этом видео я расскажу про топ-10 самых ярких и красивейших мест Бали, которые действительно делают этот остров особенным. Здесь не будет обзоров модных кафешек, либо пафосных клубов, либо заезженных пляжей, только те природные сокровища, которые действительно делают остров уникальным. А также в этот рейтинг не вошел ни один храм, как по мне, они не украшают остров, а только портят. Поехали! И на первом же месте, конечно, вулкан Аугунг. Это главный символ острова, на вершине которого живут боги. Он красивый со всех ракурсов. С Амеда он как треугольник. С рисовых террас Сидемена он более широкий. Ну а с Убуда он красивый, если смотреть на него с рисовых террас на рассвете. Но самый красивейший вид — это, конечно же, встречать рассвет на вершине этого вулкана. Ты видишь весь остров, все красивые озера, вулкан Батур и жерло самого вулкана. Забраться туда очень сложно. Я использовал в помощнике гида. И подняться на него — это была целая церемония очищения для меня. Вулкан не сразу меня пустил, 4 раза я откладывал свое восхождение. Подробно есть об этом видео. Вторая самая яркая достопримечательность, визитная карточка острова — это рисовые террасы. Их огромнейшее, нечисленное количество по всему острову. Но я остановлюсь на 2. Первое — это рисовые террасы Джитолових, потому что они самые масштабные, самые фантастические. Там до сих пор работает около 400 человек, они добывают рис, и эти рисовые террасы занесены в список наследия ЮНЕСКО. А вторые рисовые террасы более попсовые. Это рисовые террасы недалеко от Убуда под названием Тегалалан. В отличие от рисовых террас Джитолових, они имеют большие высокие перепады. И, соответственно, их нужно смотреть и Джитолових, и Тегалалан. На 3-м месте водопады Секумпул и Фиджи. Они находятся в одной локации. Добраться к ним тоже приключение. Они находятся высоко в горах. Нужно ехать по извилистой дороге на мотобайке. Но игра стоит того. Они высокие, они красивые, насыщены зеленью. И ты перемещаешься как будто в какую-то древнюю землю, как будто ты в каком-то юрском периоде и смотришь на эти невероятные, грандиозные творения природы. Спуститься к водопадам довольно-таки нелегко. Но оно стоит того. Ну а для тех, кто не хочет заниматься тяжелым хайкингом, может понаслаждаться ими сверху. Следующая достопримечательность — это аутентичное село Пенглипуран. Отличается оно тем, что имеет ровную променад-аллею, и вдоль этой променад-аллеи выстроены домики с храмами. В каждый домик можно заходить, покупать какие-то сувениры, общаться с хозяевами домов, а в конце села находится храм. Чистота этого села, если смотреть в целом по Бали, зашкаливает. Там действительно приятно находиться. И если у вас ограниченное время, насладившись одним этим селом, в принципе, вы прикоснетесь ко всей культуре острова Бали. Следующее интереснейшее место — это, конечно же, вулкан Батур. На него можно выполнять восхождение, он невысокий, всего 1700 метров, и лицезреть оттуда великолепные живописные пейзажи. Если вы не хотите заниматься хайкингом, можно выпить кофе с видом на этот вулкан в одном из множества кофеин, которые делают кофе из зерен кинтамани. Кинтамани — это село, с которого открывается вид на вулкан Батур. Помимо лицезрения самого вулкана, здесь можно пойти на озеро Батур, либо съездить на горячие источники, либо просто походить или покататься на джипе по его черной вулканической лаве. Очень приятное мероприятие.
Следующая локация – это самый мощный и самый инстаграмный водопад Бали под названием Нунг-Нунг. Добраться к нему довольно-таки нелегко, нужно проделать путь 460 ступенек, но этот путь идет через красивейшие джунгли, потому что водопад буквально спрятан среди растительности. Добравшись к водопаду, вы прям ощущаете вибрацию и мощь этой падающей воды, а также множество камней, множество мостиков позволяют сделать интересные композиции для инстафоточек. Большинство девушек одевают платья и делают свои фотосессии именно на этом водопаде. Следующее сборище достопримечательностей – это остров Нуса-Пенида, хотя это и не Бали, но он относится к острову Бали. И здесь находится великолепный, невероятный Diamond Beach, Kelingking Beach, а также Broken Beach. Эти три локации невероятной красоты, и наслаждаться ими я советую не за один день, как многие ездят на однодневную экскурсию, а как минимум переночевать 2 ночи на острове Нуса-Пенида. Следующее на Нуса-Пениде, я возвел это в отдельный ранг достопримечательности, это, конечно же, плавание с мантами. Это невероятные переживания, которые я рекомендую испытать каждому в жизни. Это огромные скаты весом 1,5 тонны, абсолютно невраждебные для человека, питаются непланктоном через свой огромный рот. Плавание с ними – это такое наслаждение, я не могу описать это словами, это нужно прочувствовать. Это прям эйфория какая-то. Поэтому плавание с мантами на острове Нуса-Пенида must have каждому в жизни. Следующая локация, которая завершает мой рейтинг, это Лаханган Свит. Это место в горах, на котором есть на дереве специальная площадочка, благодаря которой можно делать инстаграмные попсовые фоточки с видом на вулкан Агунг. Но не только ради этих фоточек можно ехать на эту площадку. Сам подъезд к площадке еще то приключение. Вы сначала едете по супер крученным дорогам на байке, потом поднимаетесь по грунтовой размытой дороге наверх на оффроуд джипе. И там ждете рассвета и наслаждаетесь видами. Все в тумане, все красиво, видно облака, которые рассеиваются в горах. И потом, когда облака рассеялись, вы видите прекрасный вид на вулкан Агунг и на великолепное море. Рекомендую эту площадку для посещения. И теперь я расскажу, почему я не включил в топ-10 ни одного храма острова Бали. Хотя сами по себе храмы имеют красивейшую, уникальную для Бали и для всего мира архитектуру. Дело в том, что балийцы празднуют церемонии 270 дней в году. Все эти церемонии имеют специальные реквизиты. Цветочки, корзиночки, печенечки, которые запаковываются в пластик. После этих церемоний образуется огромное количество отходов, мусора, которые никто не утилизирует, а просто складывают либо рядом с храмом, либо скидывают в сточную канаву. Но где реки нет, мусор остается навечно. И этот мусор начинает гнить и вонять. Я вот сейчас еле-еле говорю, на самом деле запах не очень. Этот весь мусор, соответственно, от дождей гниет, у него образуется неприятный запах, и получается, что все эти церемонии засоряют природу этого прекрасного острова. Вот даже если мы возьмем храм на самой популярной Чемпуан-стрит в Убуде, там есть храм и огромнейшее количество мусора прям стекает в канаву. Поэтому я не хочу включать храмы в этот рейтинг, потому что они не украшают Бали, а ухудшают его природу.
Запах едкий ужасный. Если вам понравился мой обзор и формат этого видео, а не так, как я снимал раньше в формате видеоблога, напишите мне в комментариях, и я буду делать такие обзоры на все другие страны.